Добрый день. За что уважаю компанию Юмидиджи. С ними не соскучишься. Они стараются делать интересные аппараты. Ну, что из этого получается, вопрос отдельный. Для того я их тестирую. Юмидиджи Кристалл. Сразу хочу сказать важную вещь. Кристалл существует в двух модификациях, которые отличаются весьма сильно. Отличаются они процессором и количеством оперативной памяти. Один кристалл мощный, процессор и много памяти. Второй маломощный и мало памяти. У меня вот как раз маломощный вариант. Процессор 6737 и 2 ГБ оперативки, 16 ГБ флеш памяти. Ну, соответственно, разная цена продаж. Младший от 6500 примерно, старший где-то от 9. Вроде бы других отличий между аппаратами нет. Видим скрепочку, видим пленочку, видим бумажку. Пленочка какая-то матовая. Что мы тут видим еще? Видим шнурок Type-C и видим зарядное устройство. Ну и сам аппарат, который еще добавок в каком-то таком бампере. Аппарат с обеих сторон в пленочку. Честно говоря, я не жду от Кристалла многого. У него две, скажем так, фишки. Вот давайте пару слов про эти фишки. Первая фишка — это, как вы можете видеть, двойная камера. Но с двойной камерой, аналогичной по количеству мегапикселей, 13 плюс 5, я уже сталкивался в более дорогом аппарате от Yumi Z1 Pro. И, честно говоря, она меня совсем не впечатлила. Поэтому чудес от заведомо более дешевого Кристалла, как вы понимаете, ждать тяжело. Вторая фишка — это, собственно, безрамочность. Если вы приглядитесь, то вы заметите, что тут нет как такового динамика, которая прикладывается к уху. С подобной фишкой я уже тоже сталкивался в аппарате Xiaomi Mi Mix. Я его тестировал некоторое время тому назад. И все бы хорошо, но пользоваться Mi Mix как телефоном за счет этого было немножко неудобно. Если Юмидиджи не придумали чего-то гениального, то тут примерно та же ситуация будет. Ну, да посмотрим в процессе тестирования. Как можно видеть, слот для карточек совмещенный. То есть вы можете поставить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и одну карту памяти. В случае с младшим кристаллом это довольно печально. Так, а я попытался поставить карточки не той стороной. Хорошо, что не получилось. Почему печально? Потому что 16 гигабайт флеш памяти — это по нынешним временам, как вы понимаете, не очень много. То есть надо будет поставить, скорее всего, карту памяти, и в итоге аппарат, по сути, превращается в односимочный. У старшего кристалла проблем таких нет. 64 гига — это, как правило, достаточно, и можно обойтись без карты памяти. Ну, включаемся. Пока аппарат включается, давайте посмотрим, что тут есть интересного. Есть нечто очень напоминающее инфракрасный передатчик. То есть похоже, что можно использовать как пульт управления. Видим датчик пальчиков. Видим, что уже можно понять, что аппарат весьма сильно залапывается. По крайней мере, с задней стороны. Ну, тут Type-C, кнопочки. Так. Здравствуй.
Я пропустил стандартную настройку Wi-Fi и ввода данных для Google. Все совершенно стандартно. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Android, как мы можем видеть, 7. Это хорошо. Экран. Экран Full HD 5,5 дюймов, говорят, что от Sharp. По первым ощущениям экран очень даже пристойный, но давайте можно заценить рамочки. На самом деле не такой уж аппарат и без рамочек. Рамки достаточно ощутимые. Но другой вопрос, что верхние рамки действительно нет. Давайте попробуем позвонить. Обратите внимание, это не была громкая связь, и независимо от того, закрываю ли я вот эту часть ладонью или нет, ну типа как ухом, громкость звука остается одинаковой. Такая особенность. Ну да, как у Xiaomi Mi Mix, который я уже тестировал. Давайте кратенько по остальным параметрам аппарата. Батарейка средненькая 3000, в принципе может быть и неплохо, но посмотрим. Аккумуляторные тесты я проведу, конечно. Аппарат достаточно тяжелый. 180 граммов он весит. Отпечатками пальцев. Ну, кстати, экран вроде с элеофобным покрытием, по первым ощущениям. Хотя, возможно, не лучшего качества. А сзади никакого покрытия нет, пачкается моментально. Довольно тоненький, 8 миллиметров. Ну, в принципе, по основным параметрам я, по-моему, сказал все. Поэтому приступаю к тестированию. Через некоторое время обзор, как обычно, обычно появится. Нет, не здесь. Дайте мне, пожалуйста, куда-нибудь ввести адрес. У нас на сайте helpix.ru. Вот здесь. На этом пока все. Пошел тестировать. По первым ощущениям аппарат забавный, но далее вскрытие покажет. До свидания.